Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. Днем 3 марта в акватории Черного моря у побережья Сочи была зафиксирована сейсмическая активность. Первые подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в 15:09 по местному времени на глубине 10 километров, с эпицентром, расположенным примерно в 24 километрах к юго-юго-западу от береговой линии Сочи. Спустя короткий промежуток времени приборы сейсмологической службы зарегистрировали второй сопоставимый толчок магнитудой 4,4 на той же глубине, эпицентр которого находился чуть дальше в море, в 33 километрах от города. Сейсмические события отчетливо ощущались в большинстве районов Большого Сочи, включая Центральный, Хостинский и Адлерский. При этом наибольшая интенсивность колебаний наблюдалась в высотных зданиях и на верхних этажах жилых домов. Несмотря на возникшую кратковременную панику, в результате которой многие сотрудники офисов и жители многоэтажек покинули помещения, официальные службы города сообщили об отсутствии жертв и пострадавших. Департамент по строительству и городскому хозяйству Сочи сообщил, что все системы жизнеобеспечения, а также объекты транспортной инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса продолжают работу в штатном режиме. Сейсмологи подчеркивают, что подобные умеренные толчки в акватории моря являются характерным явлением для молодых Кавказских гор и тектонических разломов Черноморского бассейна, а текущая активность способствует разрядке накопившегося напряжения земной коры без разрушительных последствий. В бразильском штате Пернамбуку, в регионе Агресте, сложилась чрезвычайная ситуация из-за мощного грозового фронта, обрушившегося на город Гравата. Интенсивные ливни, начавшиеся вечером в понедельник, привели к масштабным подтоплениям городских кварталов и парализовали работу транспортной инфраструктуры. По данным метеорологических служб, за сутки в муниципалитете выпало до 80 мм осадков, причем основной удар стихии пришелся на короткий временной отрезок. 76 мм влаги обрушились на город всего за 1 час в самый разгар непогоды. Столь высокая концентрация осадков вызвала мгновенную перегрузку ливневой канализации, в результате чего улицы Граваты превратились в бурные потоки, вода начала стремительно проникать в жилые дома и коммерческие здания в низинных районах. Местные власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и направили в пострадавшие районы команды спасателей. В городе продолжаются восстановительные работы. Несмотря на значительный материальный урон, сообщений о погибших или пропавших без вести на данный момент не поступало. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой вероятности новых локальных ливней в штате Пернамбуку, что может вызвать новые наводнения. Недавний мощный шторм, обрушившийся на побережье Сочи, в очередной раз обнажил уязвимость жилых построек, расположенных в непосредственной близости от уреза воды, превратив первую линию в зону стихийного бедствия. Наиболее серьезная ситуация сложилась в микрорайоне Волконка Лазаревского района, где плотная застройка эллингов приняла на себя основной удар гигантских волн. Сильные порывы ветра и многометровые валы не только вынесли на берег тонны донной гальки и плавника, но и нанесли серьезный конструктивный ущерб прибрежной инфраструктуре. На кадрах, сделанных очевидцами после того, как стихия утихла, видно, что первые этажи многих строений оказались затоплены, оконные проемы выбиты ударами камней, защитные бетонные ограждения и подпорные стены частично разрушены под напором воды. Вместо привычных панорамных видов и романтики прибоя, владельцы и арендаторы эллингов столкнулись с необходимостью масштабной расчистки помещений от ила и морского мусора, а также масштабным восстановлением. Эксперты подчеркивают, что подобные инциденты в Волконке становятся системными из-за отсутствия современных волноломов и хаотичной застройки, которая не учитывает динамику зимних штормов в этой части акватории.
На острове Ява в индонезийской провинции Восточная Ява камнепад полностью заблокировал стратегически важную национальную дорогу, соединяющую округа Тренгалек и Понорога. Инцидент случился ранним утром в районе перевала Кинко после затяжных тропических ливней, которые дестабилизировали крутые горные склоны. Гигантские валуны, поваленные деревья и сотни кубометров вязкого грунта сошли на проезжую часть, сделав движение любого вида транспорта абсолютно невозможным. По данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, обвал затронул участок дороги протяженностью несколько десятков метров. При этом по счастливой случайности в момент схода породы на его пути не оказалось проезжавших автомобилей. Дорожная полиция перекрыла дорогу, перенаправив транспортные потоки через альтернативные, более протяженные маршруты. На место происшествия направлена тяжелая инженерная техника, однако восстановительные работы осложняются продолжающимися осадками и сохраняющейся угрозой повторных обвалов. Власти округов Тренгалек и Понорога призвали жителей и водителей воздержаться от поездок через горный хребет до полной очистки трассы и подтверждения безопасности экспертами. На индонезийском острове Ява в районе активного вулкана Мерапи сошли мощные лахары, вызванные экстремальными тропическими ливнями в высокогорье. Разрушительные селевые потоки, состоящие из смеси воды, пепла и крупных обломков породы, устремились по руслам рек, берущих начало на склонах вулкана, достигнув русла реки Гендол в особом округе Джокьякарта. Стихия застала врасплох рабочих на участках добычи полезных ископаемых. Бурлящий поток мгновенно смял и унес несколько тяжелых грузовиков, занимавшихся добычей вулканического песка непосредственно в пойме реки. Жертвой стихии стал также легковой автомобиль, который находился в прибрежной зоне или пытался пересечь низменный участок дороги, когда его подхватила и унесла на значительное расстояние мощная волна грязи и камней. Власти Джокьякарты ввели строгий запрет на любую деятельность в поймах рек, стекающих с вулкана, включая добычу песка и туристические поездки на джипах, до полной стабилизации погодных условий. Вулканологи предупреждают, что огромные запасы несвязанного пирокластического материала на склонах Мераки делают возникновение лахаров неизбежным при каждом интенсивном ливне. Во второй половине дня 2 марта южные и центральные районы аргентинской провинции Ла-Пампа оказались в эпицентре мощной пылевой бури, вызванной прохождением глубокого атмосферного фронта с порывами ветра, превышавшими 90-100 км в час. Стихия наиболее сильно затронула муниципалитет Гуатрачи и прилегающие к нему сельскохозяйственные угодья, где в считанные минуты небо резко потемнело из-за колоссальных масс поднятой в воздух сухой почвы. Плотная пылевая завеса привела к практически нулевой видимости на региональных трассах, что заставило дорожную полицию временно ограничить движение транспорта во избежание массовых ДТП. Сильный ветер стал причиной многочисленных повреждений инфраструктуры. В Гуатрачи и окрестных поселках зафиксированы обрывы линий электропередач, падение деревьев на проезжую часть и повреждение крыш. Метеорологи объясняют интенсивность бури длительным периодом засухи в регионе Пампы, который сделал верхний слой почвы крайне уязвимым для ветровой эрозии. Местные власти призвали население оставаться в закрытых помещениях на время непогоды. К вечеру с изменением направления ветра и снижением его скорости пылевая завеса начала постепенно рассеиваться, однако восстановительные работы на электросетях продолжались до глубокой ночи. В столице Грузии, в здании главного офиса Liberty Bank, расположенного на проспекте Чавчавадзе, произошло возгорание. По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями, источником огня стала шахта лифта, при этом обошлось без человеческих жертв. Пламя полностью охватило шахту вспомогательного подъемника, которая находится в торцевой части многоэтажного строения. Для ликвидации чрезвычайного происшествия к месту вызова были направлены 20 пожарных расчетов. Силам оперативного реагирования удалось в сжатые сроки локализовать и потушить пожар, что предотвратило его переход на внутренние офисные помещения финансового учреждения.
По предварительной информации правоохранителей, на одном из этажей здания проводились ремонтные работы с использованием сварочного аппарата. Причиной возгорания предположительно стали искры, возникшие во время сварки. Существовала угроза распространения огня, однако пожар удалось своевременно локализовать и ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты ведут оперативно-следственные действия. Назначена соответствующая экспертиза для установления точной причины пожара. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.